Здравствуйте, дорогие подписчики. Я давно после первого уже видео, которое я записывал о том, что такое любовь, не делал и не записывал подобных роликов больше, потому что у меня было то путешествие, то еще какие-то дела постоянные, с которыми я возился, то элементарно не было у меня желания. Ну вот тут у меня появилось вдохновение записать еще один подобный ролик. Кстати, я был достаточно очарован тем, что на мой ролик о том, что такое любовь, вы можете посмотреть его на моем YouTube канале, я получил свой первый дизлайк. Да, мне как начинающему блогеру очень приятно получить свой первый дизлайк. Это значит, что меня сейчас смотрят уже не только мои друзья, не только мои товарищи, но также и посторонние братья и сестры вас назовем, которым может не нравится то, что я говорю. И мне это очень-очень нравится. Так вот, сегодня я хотел бы рассказать вам. Я не буду говорить, что это какая-то правда или что это какая-то истина. Я скажу вам, что это лично мое мнение, а вы сами уже подумайте, если захотите подумать над тем, что вы услышите здесь. Я хотел бы поговорить о чувствах и о свободе. Вот сейчас, знаете, модно употреблять это слово «свобода». Вот свобода — это важно, свобода там, свобода сям. Особенно в так называемых, ну, развитых странах вот это используется, что свобода там — это очень важно, необходимо бороться, охранять там свободы тех, свободы других. Но я не буду здесь философствовать о том, что такое свобода. Каждый понимает это в меру своих знаний и умений и навыков. Но я думаю, что из того, что я скажу, можно вывести мое понимание того, что такая свобода. Итак, во-первых, я считаю, что свобода обязательно должна делать человека ответственным. Ответственность — это готовность реагировать и принимать последствия своих действий, своих решений, то есть того, что человек сделал, того, о чем он сказал. Это ответственность. И свобода должна делать человека ответственным. Если свобода не делает человека ответственным, это означает, что она может быть использована во вред кому-либо. То есть человек, не несущий ответственности, может злоупотребить своей свободой. Это первое. Далее. Если свобода не будет ничем ограничена, она будет конфликтовать со свободой других личностей. Потому что у одной личности одни интересы, цели, у другой личности другие, у третьей третьи, и их свободы неизбежно будут вступать в конфликты в силу разнящихся вот этих интересов и целей. И отсюда я вывожу второе. Правильная свобода непременно должна быть ограничена уважением и чувствами и целями других членов общества. Что значит уважением, я бы хотел пояснить. Я уважаю тебя. Что это значит? Это означает, что я считаю тебя важным в своей жизни и отношусь к тебе соответственно, как к важной части моей жизни. Это уважение, ребята. Я уважаю тебя, значит, я считаю тебя важной частью моей жизни. Уважение, придание важности. Соответственно, моя свобода заканчивается там, она ограничена, вернее сказать, она ограничена тем,
что является уважением к человеку, с интересами которого моя свобода конфликтует. И, соответственно, в обратную сторону также твоя свобода, она заканчивается там, где начинаются мои интересы. И третье, это то, что все это должно быть ограничено нормами морали, потому что я бы даже не так сказал. Я бы даже сказал с опорой на свое предыдущее видео, что все это должно быть ограничено любовью. Потому что нормы морали, их каждый волен трактовать по-своему. А вот любовь, вы не можете как-то ее иначе трактовать. Любовь – это желание блага, выраженное в мыслях, словах и действиях. Благо – это то, что расширяет свободу того, кого вы любите. И вот эта система, назовем это полный граф. То есть, когда в обществе присутствует вот этот любовный полный граф, что все любят друг друга, и все уважают друг друга, и все заботятся друг о друге, тогда и будет гармония. Это и будет общественная гармония в идеале. Понятно, что мы живем в реальном мире, но что мешает стремиться к этому? Мы можем стремиться к этому сначала с нашими близкими, с нашими родственниками, уважать их интересы, учиться любить их. И даже самих себя, учиться любить самих себя, не вредить самим себе, уважать самих себя, давать свободу самим себе. Затем с близкими уважать их свободу, уважать свою свободу в их кругу, с нашими семьями, с нашими коллегами и, в конце концов, с другими членами общества. И тогда, если каждый будет стремиться вот к этой гармонии через всеобщую любовь, через всеобщее уважение, через всеобщую свободу, тогда каждый будет вкладчиком вот этой универсальной глобальной системы взаимного уважения и любви. На самом деле, я хотел сказать гораздо меньше, чем сказал в этом ролике. Но думаю, что я не сказал ничего дурного. И я буду очень рад, если хоть кто-нибудь из вас найдет что-то полезное в том, что я сказал, и задумается над этим. Все, на сегодня все. Спасибо вам. До скорых встреч. Подписывайтесь на канал. Ставьте дизлайки, ставьте их, пожалуйста, ставьте больше дизлайков. До скорых встреч. Спасибо.